Простая вещь, которую большинство людей не понимает, заключается в том, что каждая мысль, которую мы думаем, и каждое слово, которое мы произносим, создают наше будущее. Это похоже на то, как наши мысли отправляются во Вселенную, принимаются и возвращаются к нам в виде опыта. Это довольно простая идея, но большинство людей не осознает ее, никогда не слышали о ней и считают ее нелепой. Однако, если вы действительно сможете принять тот факт, что каждый раз, когда вы думаете о чем-то или произносите слово, вы буквально рисуете свое будущее и создаете свою жизнь, это будет огромным шагом. Хотя это просто, принять это бывает непросто. Но как только вы это осознаете, вы начнете целенаправленно создавать то, что хотите в своей жизни, и осознавать, чего не хотите, а также то, как сами этому способствуете. Я думаю, что эта идея существует давно, но по какой-то причине в последние 20 лет Вселенная решила донести ее до всех людей, готовых к этому. Видите ли, большинство из нас просто думает, не задумываясь о том, о чем именно мы думаем. Нам нужно научить себя быть внимательными к своим мыслям. Один из способов сделать это — периодически спрашивать себя: «О чем я думаю? Хотел бы я, чтобы эта мысль сформировала мою жизнь? Хотел бы я испытать то, что может принести эта мысль?» Это потребует времени. Но даже если мы начнем с самого малого уровня осознания своих мыслей, мы сможем начать вносить изменения. Начните с того, что мы называем аффирмациями. Это позитивные утверждения о вашей жизни, которые вы произносите осознанно. Вы можете делать это утром, в полдень или вечером. Главное, чтобы это стало вашей привычкой. По мере того, как вы начинаете практиковать аффирмации, вы заметите изменения, возможно, на очень небольшом уровне. Я называю это получением зеленых сигналов на парковке. Это не грандиозные события в вашей жизни, но приятно, когда вы получаете 3 зеленых сигнала подряд, особенно когда спешите. Аффирмации можно делать разными способами. Записывать их, писать на стене или зеркале, или просто произносить вслух. Мне особенно нравится, когда люди стоят перед зеркалом и произносят свои аффирмации. Есть что-то очень мощное в том, чтобы смотреть в свои собственные глаза и принимать себя, а также осознавать, когда вы отвергаете себя, произнося что-то положительное о себе. Это очень простой способ начать. Например, утром, когда вы встаете, подойдите к зеркалу и сделайте серьезный шаг, который может быть трудным для многих. Посмотрите в зеркало и скажите: «Я тебя люблю, я действительно тебя люблю». Поначалу это может быть сложно, так как многие люди начинают думать обо всех тех вещах, которые, по их мнению, в них не так. Но именно этот процесс принятия себя и есть первый шаг к изменениям. Но если вы будете начинать свой день с того, чтобы говорить это, то это будет очень мощно. Я люблю думать, что Вселенная слушает все, что вы говорите, и все, о чем вы думаете, и говорит: «Хорошо, ты можешь это получить». И тогда начинает привлекать к вам вещи. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но удивительно, как это работает. Если вы сделаете хорошее, общее, позитивное утверждение для себя, Вселенная найдет способ это проявить. Как это осуществить в вашей жизни? Так что могут произойти вещи, которые вы совсем не ожидаете, но они произойдут. Если вы думаете о своих позитивных аффирмациях, как о посадке семени в землю, это не обязательно правда в данный момент, но это то, что вы хотите, чтобы стало правдой. Вы кладете семя в землю и ожидаете, что оно вырастет, или, возможно, сажаете 3 семени на всякий случай, но вы ожидаете, что они вырастут. И вы не ждете 2 дня, а затем не копаете землю и не спрашиваете, что происходит. Вы ожидаете, что это семя вырастет, потому что знаете, что есть закон и процесс. И семя вырастет, если оно в подходящей земле и имеет нужное количество влаги. Сделайте это настоящей привычкой и делайте это каждый день, делая что-то каждое утро, когда вы просыпаетесь. Это действительно хорошее время, и еще одно хорошее время — это когда вы ложитесь спать ночью. И благодарность очень помогает. Просто будьте благодарны за все. Я всегда говорю, что Вселенная любит благодарность. Чем больше вы благодарны за то,
что хорошего в вашей жизни, тем больше хорошего вы получаете, за что можете быть благодарны. Это как если бы кто-то подарил вам подарок, а вы говорите: «О, Боже, мне не нравится этот цвет, и он не подходит». И вы знаете, что этот человек никогда больше не подарит вам подарок. Но если вы скажете: «О, это замечательно, спасибо, я действительно это обожаю, это прекрасно», этот человек, вероятно, захочет дарить вам подарки, когда увидит что-то, что, по его мнению, вам понравится. И с Вселенной также. Вселенная любит благодарность. Если у вас есть очень сильные убеждения внутри вас, что вы не заслуживаете хороших вещей в своей жизни, а у многих людей такие убеждения есть, тогда могут быть задержки. Иногда люди говорят: «Ну, аффирмации не работают, я их делал». Но когда они, например, делают аффирмации на процветание и говорят, что ничего не происходит, я спрашиваю: «Сколько аффирмаций на процветание вы сделали за день?» И они говорят: «Наверное, 3». А я спрашиваю: «Сколько аффирмаций на бедность вы сделали в этот день?» И это может быть 300, в зависимости от того, откуда вы происходите и что у вас в голове. Видите ли, одна из моих мыслей о жизни заключается в том, что передо мной только хорошее, и я говорю это уже много лет, так что мне не важно, что происходит в жизни, потому что я знаю, что это будет хорошо. Есть много способов стать более осознанным относительно своих убеждений и того, что происходит в вашей жизни. Многие из наших систем убеждений являются бессознательными или подсознательными, и мы часто не осознаем их. Эти убеждения формировались в детстве и могут оказывать значительное влияние на наше поведение и восприятие мира. Хорошо бы уделить время, чтобы выяснить, какие именно убеждения у вас есть. Я всегда рекомендую сделать следующее упражнение. Возьмите большой лист бумаги и вверху напишите вопросы, такие как: «Что я думаю о мужчинах?», «Что я думаю о женщинах?», «Что я думаю о деньгах?» и так далее, для любой темы, которая вас интересует. Запишите все мысли, которые приходят в голову, независимо от того, звучат они хорошо или плохо. После того, как вы запишете свои мысли, посмотрите, сколько из них положительные, а сколько отрицательные. Это поможет вам понять, какие убеждения доминируют в вашем сознании. Если вы обнаружите много отрицательных утверждений, постарайтесь преобразовать их в положительные аффирмации. Например, вместо «мужчины ненадежны» вы можете сказать: «Я доверяю мужчинам и открываю им свое сердце». Вместо «деньги – это зло» можно сказать: «Деньги – это инструмент, который помогает мне создавать возможности». Регулярное повторение этих новых аффирмаций поможет вам изменить ваше мышление и восприятие, что в свою очередь приведет к положительным изменениям в вашей жизни. Таким образом, вы можете начать прояснять свои убеждения о деньгах, которые не способствуют вашему благополучию и мешают вам их привлекать. И вы можете сделать это со многими вещами в своей жизни, чтобы действительно начать осознавать, во что вы верите относительно всех этих вещей. Но как вы сможете изменить свои мысли, если не знаете, что это за мысли? Существует закон мышления, и мы должны изучать его. Это похоже на компьютер. Если у вас есть великолепный компьютер, и вы не знаете, что с ним делать, он становится бесполезным. Но если вы изучите язык компьютера, то происходят чудеса. И именно это и есть закон мышления. Когда вы учитесь, как он работает, происходят чудеса. То, о чем вы думаете и во что вы верите, это то, что сбудется для вас. Ваши мысли создают вашу жизнь. Это так просто. И когда мы это осознаем, мы можем внести огромные изменения. Я думаю, что все начинается с осознания того, что вы не любите себя, что большинство людей не любят себя. Большинство людей чувствуют, что они недостаточно хороши, что они не делали все правильно, что они не смогут сделать это правильно, что они никогда не будут достаточно хороши, и тогда они определенно не способны. Когда мы исходим из этого состояния, очень трудно создать для себя что-то действительно хорошее. В начале своей работы с людьми я часто занималась решением различных проблем, включая вопросы со здоровьем
И мы работали над ними и многими другими аспектами. И однажды я с удивлением поняла, что если я помогу людям научиться любить себя и действительно принимать себя такими, какие они есть, нам не придется решать проблемы, потому что это было почти как чудо. Все словно исчезало. Это сложно для людей, потому что мы вырастаем, веря, что мы недостаточно хороши и что все неправильно. Я помню много раз, когда спрашивала людей, что на самом деле с вами не так? Что вы сделали такого ужасного, что вы не принимаете себя? И я никогда не получала ответа, который имел бы смысл. Они могут сказать что-то вроде «ну, я слишком толстый». Но когда вы говорите о любви к себе, многие люди думают, что это тщеславие, но на самом деле это не так. Это не имеет ничего общего с этим. Это нарциссизм. Но действительно заботиться о себе и признавать, что вы – важное существо, почти как в Библии, где говорится, что вы – дитя Божье, и поэтому вы совершенны. Даже если вы не человек веры, если вы можете признать, что вы – существо с самоценностью, если вы действительно осознаете свою ценность, то вы начинаете по-другому относиться к себе. Я думаю, что это очень важно в любви к себе. Вы перестаете себя ругать, перестаете считать себя неправильным, прекращаете говорить о том, какой вы ужасный, и перестаете говорить такие вещи, как «я действительно глупый». Вы начинаете относиться к себе с определенным уважением, и это вносит огромные изменения, потому что то, что вы отдаете в жизни, возвращается к вам. Если вы излучаете чувство «я в порядке», «я достаточно хорош», «такой, как я есть», «я принимаю и люблю жизнь, и люблю себя», и начинаете испытывать благодарность к себе и к жизни, тогда жизнь начинает относиться к вам по-другому, потому что вы излучаете другую вибрацию, и это возвращается к вам. Вот тогда все действительно начинает течь. Многие люди этого не осознают, но вы должны практиковаться, надо просто начать. Вот почему я стараюсь заставить людей делать много работы с зеркалом. Если вы посмотрите в зеркало, просто сделайте простые вещи, такие как смотреть в свои собственные глаза и говорить «Я люблю тебя, я действительно тебя люблю». И это помогает, если вы используете свое имя. «Луиза, я люблю тебя, я действительно тебя люблю». Это касается того маленького ребенка внутри вас, который был отвергнутым так долго. И это словно открывает дамбу или дверь, как бы вы это ни называли. И начинаются маленькие чудеса. Много маленьких хороших вещей происходит. Чем больше вы благодарны, тем больше у вас причин быть благодарным. Это так просто. Жизнь на самом деле очень проста, но мы делаем ее невероятно сложной, хотя это вовсе не обязательно. Каждый находится в путешествии с момента нашего рождения до момента, когда мы уходим. Но когда мы отправляемся в духовное путешествие, все кажется более осознанным. И мы начинаем делать осознанный выбор в жизни, вместо того, чтобы просто вставать утром, заниматься своими делами и затем ложиться спать. Мы начинаем делать осознанные выборы в наших мыслях, действиях и даже в том, что едим. Это как переставлять ноги, шаг за шагом. Некоторые из нас проходят очень запутанные пути, делают много маленьких отклонений и не продвигаются далеко, а некоторые из нас просто очень сознательно подходят к этому, делая шаг за шагом и приближаясь к своему пути. Для меня просветление — это отпускание всех вещей, в которые мы верим и которые не приносят нам пользы в жизни или являются барьерами к хорошим вещам в жизни. И это освобождение от них. Одно за другим. Мы можем выбирать «я больше не должен в это верить» или «хочу ли я в это верить?» и делать осознанный выбор. И тогда мы можем понять, что каждая вещь, в которую мы верим, была выбором, и она может быть истинной или ложной. Она может быть истинной и ложной для вас, потому что это ваша система верований. У меня есть моя система верований, и я часто говорю, что это может быть истинным для вас, но не для меня. Я могу не говорить это вслух, но люди говорят эти вещи, и я часто думаю об этом. И это также не имеет ко мне никакого отношения, что бы ни происходило, это не имеет ко мне отношения, потому что я под законом своего собственного сознания. Это мой путь, а у вас свой.
У каждого из нас есть свой уникальный маршрут. Мы все находимся в путешествии. И, на мой взгляд, чем более осознанными мы будем и чем больше сознательных выборов сделаем, тем лучше будет наше путешествие. Оно станет легче, быстрее, мы получим больше благ и будем иметь лучшее здоровье. Все это важно. Когда я начинала работать с людьми, я очень внимательно слушала, что говорят люди, и это стало для меня привычкой, и я до сих пор это делаю. Я слушаю, что люди говорят, это больше, чем слова, которые они используют, и часто думаю, если бы вы просто не использовали эти слова, если бы вы просто убрали эти 3 слова из своего словаря, потому что люди часто используют негативные слова, одни и те же, снова и снова. Да, я воспринимаю слова гораздо глубже, чем многие другие. Какие слова нужно исключить из своего словаря? Начнем со слова «должен». Это очень значимое слово. Каждый раз, когда вы говорите «должен», вы ставите себя в положение неправоты. Либо вы уже были неправы, либо вы неправы сейчас, либо вы будете неправы в будущем. Это про наше внутреннее состояние. Когда вы искренне чего-то хотите, вы никогда не скажете «я должен». Так что уберите это слово полностью, а также много негативных выражений, которые люди используют. «Я недостаточно хорош», или «это никогда не сработает», или «ох, это ужасный день». Знаете, есть просто тонны выражений, и мы используем их снова и снова, и они не приносят нам никакой пользы. Путешествие каждого человека уникально, мы начинаем с разных точек, поэтому не можем проходить одно и то же путешествие. Однако я считаю, что все мы испытываем определенные ахи, моменты осознания, когда мы чему-то учимся и говорим «О, понятно». И если мы можем сохранить то, что мы узнали, и практиковать это, тогда мы сделали еще один шаг и можем двигаться вперед. Да, это путешествие на всю жизнь, и мы никогда не прекращаем учиться. Я также все еще учусь, хотя уроки теперь легче, чем раньше. Я люблю так думать. Когда мы начинаем, у нас на пути стоят все эти валуны, и мы начинаем убирать их с дороги. В конце концов, мы доходим до того момента, когда остается гравий, а с гравием уже можно справляться, его можно подмести, и с ним можно работать. Но иногда старый валун снова катится на ваш путь, и вы думаете: «О, я думал, что справился с этим, но не полностью». И знаете, когда мы учимся, мы думаем: «О, я это усвоил, это больше никогда не повторится, я с этим справился». Но как вы можете знать, что справились, если это не появится снова, чтобы проверить вашу реакцию? Действительно ли вы это усвоили? Превзошли ли вы это? Или снова вернетесь к старой реакции? Видите ли, мы никогда не ошибаемся. Это то, что нам нужно понять. Мы всегда делаем все возможное, с тем пониманием, осознанием и знаниями, которые у нас есть в данный момент. Я твердо верю, что впереди меня ждет только хорошее. И с этой верой не имеет значения, что происходит, потому что это будет только хорошее. Я хочу, чтобы это было новым, другим и захватывающим.